сюда. Ніко, іди сюди. Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана. І у нас вже весна-весна. Зовсім тепло. Мій садок знаходиться під Києвом, зовсім недалеко. І я розповідаю про свої рослини, квіти, про свій сад, що і як роблю. У меня распустились первые крокусы. Это крупноцветковые, ярко-оранжевые первые. И ботанические, которые не съели мыши. Повезло им. Процентов 70 они мне, конечно, испортили моих посадок, пересадок. Но сегодня я не про крокусы. Сегодня хотела рассказать, чем я буду заниматься. В планах у меня скарификация газона. Простым, доступным, очень дешевым методом. Я это буду делать, уже начала. Сейчас покажу вам, как у меня получается. Потом сделаю пескование, тоже вам покажу. Думаю, как раз сейчас эта работа очень актуальна. У нас небольшое похолодание будет, а потом дождь. Это надо сделать именно сейчас. Идемте смотреть. Так вот, розы подождут мои, еще есть им время, а я занялась раненько с утра сегодня скарификацией своего газона. Вот такой кусочек сделала. Мия, показывай, сколько сухой травы мы уже собрали. Работала это я минут, наверное, 10. Вот такое нехитрое приспособление. Видно, что оно еще совсем новое. С него начну, покажу вам. Просто, может быть, вы видели в магазине, но не знали, что это такое, так же, как и я. Мы когда подошли, я думала, какие-то грабли просто купить и повычесывать газон. Для чего вычесывать? Потому что вот такой он спутанный, много сухой травы, как вы видите. Ну, хорошо, что я в прошлом году от сорняков избавилась, рассказывала вам, и от клевера, от одуванчиков, а потом вторая волна у меня были сорные злаки. Разными я пользовалась препаратами. Летом, может быть, еще раз расскажу, покажу вам. Ну а что же делаем сейчас? И для чего вообще это делать и как? Скарификатор решили купить ручной. Я его не знала, что это такой скарификатор. И просто ходили грабли, смотрели. Подошел к нам продавец и сказал, вот, механический скарификатор. Смотрите, как он устроен. То есть просто на древко закрепляется такая, как грабля. Видите, закругленная, а тут полотно изогнутое у него. Он не острый. Вот этими, который чаще трава потом собирается, которая уже вычесана. Ну, можно, если маленькая травка, и им, конечно, почесать. А вот эта, которая реже, зубцы расположены. Сейчас вот так покажу вам. Вот. Им происходит непосредственно процесс скарификации. То есть сам процесс. Вот так вот мы чешем траву. Вычесывается вот такая сухая травка, подушка. Если есть мох на участке, этим же способом можно избавиться от него, повредив механически и освободив нашему газону как бы кислородный доступ. Сейчас расскажу немножко. У нас газон всего 2-й год. Вот именно 2-3 год можно начинать делать скарификацию. Он делается для того, чтобы газон задышал весной или
осенью. 1 раз в год. Я буду делать это первый раз. Да, Мия? Вот так сейчас сгребу всю эту траву. У нас получается газон очень неровный. Когда трава была, она ровненькая, красивая, косишь ее и создается впечатление, что идеальный. Трамбовала, равняла я сама газон, поэтому он такой. Надо было каток большой, какую-то такую трамбовку более качественную, конечно, взять. Ну, как есть, так и есть. Я его попытаюсь выровнять. Сейчас покажу, как я буду это делать. Так вот, про скарификацию. Делается не после дождя, то есть выберите хотя бы 2 дня, чтобы земля подсохла. Иначе вместе с корнем вы повырываете более ослабленные, такие участки с травой. И будут проплешины, которые потом надо будет просто подсеивать. Кстати, семена для газона покупайте всегда с запасом, чтобы были одинаковые. И сфотографируйте или оставьте себе, где-то на телефоне, на компьютере, какую траву вы покупали. Потому что можно подсеять какую-то другую травяную смесь, и будет некрасиво. Газон будет выделяться, там более светлые сорта, там более темные, и по составу. В общем, это такая, как напоминалка маленькая. Что я хочу сказать. Вот эта штука, наверное, на порядок дешевле, механический скарификатор, чем если бы мы покупали скарификатор или электрический, или бензиновый, или какой там еще бывает, не знаю. Работа не очень легкая. Эти грабли такие импровизированные среди травы вычесывать, наверное, это того стоит. Со временем мы, конечно, приобретем скарификатор и аэратор. То есть еще, чтобы прокалывалась вот эта дернина травяная, чтобы она не была такая сбитая, потому что корням к траве не будет попадать воздух, и трава будет просто плохо расти. Потом я эту траву сухую, конечно же, соберу, уберу, просыплю удобрением с повышенным содержанием азота, как мы все делаем весной. Но это будет уже немного позже, после похолодания, потому что сейчас у нас и холод, и дожди. Пусть просто дождями прольется вот этот газон. Где-то в 20 раз дешевле получился мне вот этот механический скарификатор, чем если бы мы сейчас решились и купить более профессиональный. Да, это, конечно, намного проблемнее, намного дольше. Но мы выбрали такой способ скарификации. Не знаю, за сегодня я сделаю весь газон, не сделаю. Может быть, половинку. Еще возле дома те 2 кусочка надо сделать. Да, Мия? Мия, ты помогаешь или службу несешь, сторожишь? Так, значит, сейчас я вам покажу, как этот процесс осуществляется, а потом покажу, как я буду пескование делать газона и что это такое. Делается скарификация весной, где-то в конце марта. Вот так вот. Видите, тут мне еще и листья поналетали. Из роз остатки, из ивы. Все вместе это мы загребаем. И потом уносим с участка. Скарификацию надо делать в нескольких направлениях. То есть, если вы вначале вдоль, потом поперек. Видите, сколько еще собирается сухой травы. А потом еще в 4 направлениях. Вообще желательно, погребла, делать такую процедуру надо, чтобы лучше вычесать. Но я сильно свой газон второгоднишний вот так вот чесать, как бы еще побаиваюсь. Хотя очень плотная, хорошая травка. И мне, когда
Я это попробовала, сделала, мне даже очень понравилось. И газон говорит даже спасибо. Ему легче стало дышать. Так, что-то я разошлась. Прямо какая-то медитация, занятие. Сейчас принесу, что надо для пескования, и покажу вам, как это делается. Так, значит, смотрите, я взяла по пол-ведра и земли, и песка. Земля желательно без грудочек, такая хорошая, рассыпчатая. Это я рассказываю про пескование. И, собственно говоря, песок. Песок тоже без ракушек, без всяких, желательно крупной фракции, крупное зерно. И мешаем его, я бы хотела сказать, в определенной пропорции, но на самом деле никакого значения не имеет, в какой пропорции вы смешаете. Для чего пескование или землевание делается? Это заполнение всяких емкостей, которые образовались у нас в газоне. Вот непосредственно от вот этого корня удаления, не буду никогда больше этим корнеудалителем пользоваться, остаются вот такие ямища, которые, ну, они не затягиваются, не засыпаются. Я думала, как-то травой позарастают. Ничего этого не произошло. Мой негативный опыт использования корнеудалителя на газоне. Ну, может, для одуванчиков он и подходит. Или если у вас там вообще мало каких-то сорняков, камешек попался. Я больше так делать не буду. И что мы делаем? Мы берем и непосредственно на газон вот это все насыпаем. Вообще это, конечно, делается на тачке, мешается все это. Камни надо из песка просеять. У меня попался еще один. Так, и что мы делаем сейчас? Толщина пескования не должна быть больше сантиметра, чтобы трава могла прорасти. Когда мы насыпали наш такой раствор, из-за чего, кстати, часто просто песком делается, просто потому что песок дешевле. Потому что земли столько не понасыпаешь, конечно же. Не, давай помогай. На тачке мешается или ведрами, или сколько его. Вот я принесла 2 по пол-ведра, так мне вообще на квадратный метр, если хватит, а может и не хватит. Вот так мы сделали. Все это намешали тут. Сейчас. У меня вот эта маленькая ведерко, ну тут 7 литров. Вот ушло. Представьте, сколько емкостей надо и ниш позасыпать. И потом берется грабля. Грабля не маленькая, я вот вначале маленькую принесла, а такая с более широким таким, с такой поверхностью и обратной стороной. Видите? И мы по газону вот так вот его разравниваем. Не бойтесь, что он становится такой неприглядный. У нас дождь как раз будет. Все это между травинок туда зайдет. Дождиком прольется. Травка прорастет. Единственное, что надо его много. И песка, и земли. Сейчас пойду возьму тачку, конечно. Ну, дочешу какой-то фрагмент своего газона. Уберу. Потом наберу песка и торфа. Так, еще где-то камень у меня попался. И просыплю кости. Если надо,
можно подсеять, взять семена. Если прямо у вас большие залысины или что-то там, у меня он там крот нарыл. А вот видите, я рукой вожу, даже она в ямке туда. Представьте, дождик пройдет, оно вообще хорошо будет. Единственное, что у меня масштабы, конечно, бедствия газонного намного больше, как у меня песка и земли. И даже уже и не видно, где это было. Вот, что я вам хотела рассказать, показать, что я делаю сегодня. Ухаживаю за газоном. В начале апреля я просыплю удобрением. Или можно, я в прошлом году делала плантофолом, прямо 20-20-20, пройду и опрыскивателем по траве. Наверное, я так и сделаю. Почему я гранулированное удобрение не использую? У меня же собаки. Просто надо его перед самым дождем, чтобы дождь размыл. Он впитался, ушел. А так я буду переживать. Вдруг они найдут и съедят. Вот такая красота. И скоро совсем будет вот такой красивый газон, как я с розами снимала. Ну, тогда у меня были первые попытки газонные. Я вообще не знала. А вот этот самый простой, дешевый и легкий скарификатор, это, конечно, просто отличная идея. Еще хотела сказать, вот, пока не забыла, скарификацию газон можно делать только на 2-3 год после посадки молодого, потому что вы его просто вырвете. У меня в прошлом году такие эти травиночки сразу были. Кстати, кто хочет сажать газон, начало апреля как раз самое время, потому что не жарко и потому что дожди у нас обычно весной. Ему надо при посадке хороший полив. Да, Мия? Ну все, мы рассказали, чем мы занимаемся, какие наши работы, дела. Я за кадром была, потому что все уже грязное с утра. В кадр как бы такой и не выйдешь. Мия, говори всем хорошего дня. Ведро сейчас наше укатится. Пошли выпустим остальных собак и будем заниматься газоном. А в следующий раз расскажу вам, надеюсь, если погода позволит, про обрезку роз. Вот тут я начала немножко и обрезать, и делить кусты лаванды. Вот эта лаванда моя обрезанная, отрастет. Я ее поделила, куст на 4 части каждый. Это розочка Пампанелла. Свою польку загнула сюда на импровизированную такую опору-арку, чтобы она на проход не падала. И Пампанелле место будет. Для чего я лаванду сажаю тут, чтобы немножко мне от травы избавиться. Но я так планирую в этом году все-таки на картон тут замульчирую. Или сухой травой. Коры тут надо видимо-невидимо, если корой мульчировать. Ну ладно. Пошла заниматься. Вадим Петрович мне там арки такие варит для роз. Все, всего хорошего.